Наш рассказ – это не репортаж о сегодняшнем дне Кабула. Это скорее попытка рассказать о людях, кто работает, выполняет свой долг здесь, на афганской земле. О тех, кто принял работу, службу здесь, как продолжение судьбы, как продолжение своей собственной линии жизни. Пройдет, может быть, не один десяток лет, прежде чем появится название у этой войны. Пока, похоже, мы словно стараемся уберечь друг друга от горькой необходимости раз и навсегда дать ей имя, записать в нашу историю. Все на какая-то никем не объявленная. И на карте, как в былые времена, немыслимо отметить флажками движение фронта, с которого в течение стольких лет возвращаются наши люди. Дома мы стараемся вникнуть в то, что они пережили, понять, какими они вернулись. Удивляемся и досадуем, если нередко не находим с ними общего взгляда на жизнь, в том числе и на ту войну, которая навсегда стала их прошлым. Мы то возводим их в идеал, достойный подражания, называя золотым фондом страны, то ударяемся в другую крайность, говоря о покалеченной войной психике. Мол, именно поэтому тяжело дается им возвращение к мирной жизни. Не ошибаемся ли мы в том, что постоянно, вольно или невольно, пытаемся как-то отделить их от себя, продолжая и дома считать неким отдельным, ограниченным контингентом прошедших Афганистан? А может быть, их опыт, их боль – своего рода увеличительное стекло, сквозь которое не чья-то чужая, а наша жизнь выглядит иначе, правдивее, сложнее. И она предъявляет нам свой жестокий счет. Очень часто в письмах говорят о том, что вот полуправду пишут журналисты об Афганистане. Как это можно было объяснить? Почему возникает сам этот вопрос, такое сомнение? Ну, не знаю, полу ли правду. Я сформулировал для себя это примерно так, что есть, в общем, как бы два Афганистана, которые не то что противоречат друг другу, но, во всяком случае, существуют параллельно. Один Афганистан – это Афганистан большой политики. О нем можно порассуждать в московской квартире, в кругу друзей, в уютной обстановке. Можно задавать жесткие вопросы, не находить на них ответов в связи с Афганистаном. Можно, может быть, даже подвергать сомнению какие-то положения нашей пропаганды. А потом разойтись, принять теплый душ и забыть об этом, для того, чтобы утром пойти на работу. Есть еще один Афганистан. Это Афганистан Павлюкова, летчика, который подорвал себя последней гранатой. Это Афганистан Корявина, который закрыл, уже раненым своим телом, закрыл командира. Нам не всегда удается совместить в наших материалах и то, и другое. А это, к сожалению, необходимо. Понял. Бородатый здесь бегает. На заходе правая сторона. Вот 1287, пожар. Вот 12... По письмам домой известно, какие они рассказчики. Местная полевая почта больше похожа на сортировочный пункт для коротких метеосводок. В лучшем случае прорвется досада на вездесущую афганскую пыль, вечную приправу к табаку, к походному вареву. Остальное – вопросы. Как жизнь в Союзе, как дом, ну и разве что редкое везение сунуть в конверт собственную фотокарточку для дембельского альбома, по которой родные могут еще раз убедиться в том, что мальчишеское в мужчинах неистребимо. Пожалуй, самое тяжкое это солдатское испытание заставить себя далеко на потом отложить естественное желание выговориться. Какая та правда, какую можно было бы увидеть вам с экрана и сказать самим? Да, вот это честный снимок, вот это честная съемка. Это в основном, я считаю, что это повседневная жизнь подразделения. Что солдату приходится терпеть эти лишения. Бывает, что и по двое, и по трое суток
Наши гвардейцы находят без питания. Вообще без питания? Без питания. Вообще такая обстановка складывается, что они подбросить ничего нельзя. Это без воды бывают случаи. Ну и, естественно, ну, уже боеприпасы, это каждый экономит до последнего с расчета. Я авианаводчик. 3 месяца всего лишь в Афганистане, поэтому на такой войне в первый раз присутствую. В горах тоже первый раз. Ну, как я считаю, прежде всего, чувство есть какое-то, что эти горы стреляют. И стреляют по-настоящему. Одна из операций, которая проходила в районе Джалалабада, это когда вот старший лейтенант Гончаров был сам ранен, дважды, можно сказать. Костя, вот что вы чувствовали, когда все это происходило? Конечно, самое первое это о людях. Если бы в конечном итоге думал о себе там, то, я думаю, получилось бы гораздо больше потерь. Но просто люди, я скажу... Ну, что значит, прошу прощения, не думать о себе? Ведь это боль. Это уже, в общем-то, надо было преодолеть. Да я не знаю, у каждого по-своему, я думаю, это проходит. Но я смотрел как ковбойский фильм просто-напросто, со стороны. Но в это время еще и думали о ребятах. Ну, конечно. От этого никуда не уйдешь, это жизнь. А как можно не думать, если, вот, например, вот старший лейтенант Коршиков, который был вместе со мной ранен тяжело в живот, вот, сам инструктор наш, который погиб, старший сержант Каладзаев, он не думал ни о чем, кроме выполнения своего служебного долга. И он даже не вытащил его из-под огня, начал уже осматривать его, перевязывать. Ну и поэтому, выполняя свой служебный долг до самого конца, погиб. Между прочим, вам приписывают, вернее, тем людям, которые служили здесь, очень часто говорят, они излишне жестоки. Что человек, привыкший здесь воевать, вот поймите, ему легче переступить грань, которую не дозволено переступить, то есть убить другого. Это неправильно. Неправильно. Это не останется. Вот вы говорите, что они приходят на гражданку и становятся какими-то, неудобными для всех. Просто-напросто поняв настоящие человеческие ценности здесь, человек, прослуживший в Афганистане, который приходит в Союз, он не будет размениваться по мелочам, это одно, не будет никогда на черное говорить белым. Он черный назовет черным, а белый назовет белым. Если он видит подлость, он так и скажет, что это подлость. Дедов. На одной странице Сталинград и Паншер, Днепр и Саланг. Это трудно понять, прочитав их на родине. Но также невозможно тут, в Афганистане, без этих строк объяснить чувства 18-20-летних парней, идущих под пули выполнять приказ. Кто знает, может быть, гораздо сильнее воспитанный в нас патриотизм, чем мы сами порой себе представляем. Ведь обостренное войной чувство это и прежде способно было ввести за собой без оглядки. Или, что очень страшно, мы научились истолковывать его применительно к обстоятельствам. В этот вопрос тоже еще предстоит внести ясность тем, кто прошел все испытания, отпущенные на его долю войной.